Нет пощады трусам без чести! Нет пощады! Твой час пробил, Ден Сакай. Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Сегодня выходит Ghost of Tsushima, и, конечно, наверняка многие из вас ждали обзор полноценный на эту игру, и многие уже спрашивали, как она мне, и поэтому я вот чувствую себя обязанным, высказаться по ее поводу. То есть это все-таки будет не полноценный обзор, а так, небольшое мнение. Дело в том, что вот все последние недели я пытался, реально, честно, пытался заставить себя поиграть в эту игру, но она абсолютно не заходила, и я реально не мог понять, почему так происходит. Как вот Sony могли выкатить нечто такое? Потому что по нескольким вот часам, в которые я играл, можно сказать лишь одно: это худший эксклюзив Sony за всю жизнь PlayStation 4. И очень странно, что жизнь эксклюзивов консоли оканчивается вот так. Забери его жизнь с честью. На самом деле я действительно пытался вникнуть в эту игру. Потому что, вы знаете, я много раз говорил, летом я не люблю играть в игры. Я себя буквально заставляю это делать. Это первый момент. Второй, все-таки после таких проектов, как Last of Us 2, тяжело вообще во что-либо играть. Но также я себя хорошо знаю, что если вот пересилить какой-то первый момент неохоты, то потом разойдешься, погрузишься и начнешь получать удовольствие. И именно поэтому час за часом я пытался проникнуться призраком Цусимы. Я не мог понять, это вот после Last of Us так, или игра реально говно. И чем дальше я играл, тем вот больше склонялся ко второму. Я Харунобу Адати, потомок легендарного Ясинобу Адати. На самом деле, то, что с Ghost of Tsushima все не очень хорошо, вот мне лично стало понятно на последней демонстрации, когда вот пару месяцев назад ее показывали. Вот закрались такие сомнения. И, согласитесь, странно выглядело, что игру выпускали после Last of Us 2, посредине лета. Это не самое хорошее время в игровой индустрии. Ну и в итоге оказалось, что это действительно не самый лучший проект. И вот мне кажется, нужно для него новую категорию какую-то придумывать. Это такой AAA B от Sony. То есть игра, которая выглядит как игра от Sony. Она с шикарной графикой, в ней крутые ролики, очень высокий продакшн. Но когда ты начинаешь в нее играть, начинаешь тыкать палкой, играется она чуть ли не как игра с прошлого поколения, а то вообще в случае с Цусимой игра с PlayStation 2. То есть подобное впечатление, например, производил Days Gone, но он был намного-намного лучше. Там была хотя бы своя какая-то уникальная, атмосфера вот эта байкерская, то, что ты возишь с мотоциклом, везде на нем ездишь. Здесь, в принципе, похожая ситуация, да, необычный сеттинг про самураев, необычный визуальный стиль, все очень красиво, в роликах миллион листочков летает, в игре трава колосится, просто ожившая картина. И вот первые пару часов это впечатляет, а потом ты начинаешь бесконечно, постоянно зевать. 80 самураев против целого войска. Мы лишь замедлим вторжение. Сюжет сначала вроде как интригует, точнее сеттинг, да, то, что монголы вторгаются в Японию, это редко где встретишь, и это круто. Самураи с их понятиями о чести, да, оказываются совершенно не готовы к такому коварному, кровожадному противнику, который сражается совершенно другой тактикой. Все классические разговоры о чести из самурайских фильмов выглядят пафосно и круто. Традиции. Честь. Мы воины Цусимы. Мы самураи! Но чем дальше ты играешь, тем больше все это тебя начинает задалбывать. Вот уж тут реально хочется рассмеяться над современной токсичной аудиторией, которая к хорошим играм предъявляет много неразумных претензий, потому что вот прям для них сделана ужаснейшая идеология. Невозможно все это смотреть и слушать, особенно на русском языке. Бесконечные, глупые, клишированные разговоры о чести. Для самурая главное терпение и дисциплина. Пусть даже противник готов опуститься до подлых уловок.
Твой отец пал в битве, защищая сына. Погиб как воин. Это большая честь. Мы честные люди. Не как он. Мы самураи. Вы должны понимать, что это игра про Японию средневековую, которую делали американцы из Сиэтла. И я, честно говоря, не знаю, почему мы вообще рассчитывали на другой результат. Это примерно как чуваки бы из Сиэтла делали игру про Советский Союз, и мы бы огребли вот по полной всей клюквы, которую себе можно представить. Да, японская культура нам не родная, но даже при том, что она не родная, видно, насколько это клюквенная игра. То есть она 100% стереотипичная. Если разработчики сами и прониклись там японской культурой и всем остальным, то вот в игре они отразить это не смогли. Это все очень сильно начинает со временем раздражать. Я Дзин Сакай, племянник господина Симуры. И я не трус! Геймплей практически сходу разочаровывает, потому что, ну, в общем-то, оказывается, что боевая система максимально топорная и кривая. То есть, да, они попытались передать вот суть каких-то самурайских поединков, где ты должен там на перехватах работать, но в целом это не сильно оказалось интересно, и невольно ты все это сравниваешь хотя бы с Секиро, который просто на голову выше. Вперед! Отступать нельзя! И вот в плане боевки Ghost of Tsushima — это прям прошлый век. То есть герой фигово таргетится, он плохо выходит из таргета. Визуально вся мешанина боевая, да, в открытом мире выглядит максимально топорно и некрасиво. Единственное, когда все красиво происходит, это когда ты приходишь, у тебя есть возможность вызвать там чуваков из поселения на дуэль. И первому из них ты там отрубаешь руку, и дальше, если это все прокачивать, можешь разрубать нескольких. И вот в рамках вот этого квиктайм скрипта боевка выглядит замечательно, можно показывать в трейлерах. Но когда доходит до живого геймплея, это полный абзац. Раздражает она постоянно. Ты входишь в сражение с противником, герой встает в стойку, из-за этого начинает медленно двигаться, и при этом с башни по тебе стреляет лучник, и ты нормально из этой стойки выйти не можешь. Приходится прокачивать, естественно, отражение стрел. Но главное, что это ощущается максимально кондово. У тебя, по сути, стандартный набор, вороты, блоки, контратаки, для ударов 2 кнопки, и интересной какой-то боевой системы из этого не получается. Я допускаю, что когда ты там прокачаешь все стойки, откроешь все удары, возможно, система начнет работать. Но вот то время, которое я играл, мне было максимально скучно сражаться в этой игре, особенно когда на тебя постоянно выходят какие-нибудь мини-боссы, которых нужно парировать, станить, и все это сделано совершенно неинтересно, не чита тому же Секиро. Вообще, вот, к сожалению, постоянно у тебя эти аналогии возникают, когда ты в нее играешь, и ты вспоминаешь Секиро, и насколько там плавная, клевая, умная, глубокая боевая система была. Здесь это действительно ощущается как прошлое, поколение. Что же касается глобального геймплея, то это просто ахтунг, потому что это Assassin's Creed старой закалки, да еще и плохой. То есть вот все, что вы можете себе представить, залезли в форт, пробираетесь мимо охранников, потихоньку их там коцаете. Кстати, совершенно криво, отвратительно сделано управление, вообще перемещение героя, как он внутри зданий ориентируется. И да, разработчики, например, сделали стелс-скилл через доджо, да, то есть там проткнуть можно врага, но хрен ты по нему вообще нормально залочишься, попадешь. В Ассасинах форты хотя бы быстро зачищались, ты там легко управлял героем, ты знал, в общем, наизусть поведение противников и прочее. Здесь же ты постоянно ломаешь пальцы о геймпад, пытаясь справиться с управлением. Все так же материшься на херовый стелс, и еще за то, что тебе нужно по лагерю пролезть, собрать какие-то знамена, потом поджечь, конечно же, порох и разрезать на части, в общем-то, важного монгола. Охренеть, как интересно, не знаю, вот о чем они думали в 2020-м. Опять же, тем, кому не понравилось Assassin's Creed Valhalla, очень рекомендую поиграть в Ghost of Tsushima, чтобы понять, что Assassin все-таки вполне себе неплохая игра.
Ну и в остальном все просто. Зачистил лагерь, освободил деревню, заехали новые поселенцы. По карте раскиданы различные сюжетные квесты, сайд-квесты, знаки вопросика. Езжай на своей лошадке, их, кстати, 3 можешь выбирать в начале игры. Езжай туда, куда угодно ветру. Это, кстати, аналог GPS средневековый. Единственная, наверное, действительно оригинальная идея в этой игре. Ты проводишь по тачпаду PS4, дует ветер и показывает, куда твоей лошадке скакать. Нет пощады! Стреляйте! За Цусиму! В атаку! Короче, вот так. Совершенно я не смог заставить себя играть в эту игру. Пытался прям несколько дней подряд, честно. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это случай как раз как с Days Gone, что игра такая на 7-7,5, но если тебе нравится сеттинг, нравится атмосфера, то ты в ней можешь залипнуть. Я вот вполне это допускаю. Но вот сейчас, после Last of Us, посреди лета, со мной это вообще не произошло. Я испытал от Ghost of Tsushima исключительно негативные эмоции. У меня такое редко бывает. Я всегда до последнего пытаюсь найти в игре хорошее, увидеть что-то интересное, оригинальное. Ну, вот здесь никак не получилось. От меня пока что 6 баллов. Может, потом грустнявку словлю, пойду поиграю, может, зайдет. Ну, посмотрим. А пока в задницу видеоигры, на дворе лето, солнце, нужно дуть на пляж. Чего я вам желаю. Ставьте лайки, если пригодилось мнение. Пишите в комментах, как вам Ghost of Tsushima, я с удовольствием почитаю. Ну и увидимся в следующем сюжете. Счастливо!